Surprise, motherfucker! Привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим на возможности редактирования видео в старой и в новой творческой студии. Про редактирование в старой творческой студии я как-то видео уже записывал, но там качество звука так себе, и в общем я решил немножко обновить информацию по этому поводу. Итак, для начала нам нужно попасть на страничку редактирования видео, после чего нам нужно нажать на вкладку «Улучшить видео», и мы попадаем на страничку редактирования видео. Мы видим уже возможности, которые нам предоставляет редактор. Для начала мы можем размыть лицо, размыть область, ну либо же обрезать видео, естественно. Сверху мы увидим три кнопочки. Вот, мы их видим сейчас, это восстановить исходное видео, сохранить как новое видео и сохранить. Ну, естественно, сохранить это самая важная кнопка, без этого ничего не применится. Но также тут есть кнопка «Сохранить как новое видео», а вот эта вот кнопка мне довольно-таки нравится. Но почему-то ее нет в новом редакторе, возможно ее добавят позже. Ну ладно, давайте для начала посмотрим на размытие лица. Что же происходит в момент нажатия на кнопку «Применить»? А в момент нажатия на кнопку «Применить», вот уже система у меня она уже отработала, она ищет на вашем видео лица. Ну, все лица, которые найдет, автоматически определяет, и вот здесь, вот видите, в этих квадратиках она показывает лица, которые как бы оно определило. Если вы нажмете на вот это лицо, оно его замылит. И вот видите, теперь оно замылено, и как бы вы можете сохранить, и оно обработается, и лицо будет замылено. То есть, если оно определит еще какие-то лица, ну, оно подумает, что это лицо, но это по факту не лицо, вы можете как бы убрать галочку, и оно его просто не будет трогать. После чего давайте перейдем к размытию области. Нажимаем также кнопку «Применить». Система иногда работает очень туговато, ну да ладно. Например, мы вот хотим размыть какую-то вот определенную область, не знаю, на какой-то определенной там секунде, на каком-то определенном диапазоне секунды, да. Вот мы, например, вот так вот выделяем, вот мы хотим здесь замазать вот эту вот звездочку. Мы выделили, система начинает работать, внизу на таймлайне вы видите, что система что-то там считает, что-то там думает, три квадратика как бы мигают, то есть это как бы по факту означает, что что-то грузится, и вот до конца, надо подождать, пока оно догрузится. Лучше всего, естественно. Оно иногда грузится довольно быстро, а бывает довольно долго. Ну давайте подождем. Итак, система догрузила. Вот это вот, как это назвать, даже не знаю, какой-то блок, да, скажем. На нем появилась кнопка «Закрепить». И также справа там есть крестик, то есть его убрать. Убрать вот это вот размытие, вот, правильно. Итак, вы видите, что тут есть таймлайн, да, и вы видите, что вот этот блок, он как бы растянут на весь таймлайн. И вот здесь самое интересное, вы можете этот блок, то есть вот это вот определенное размытие, то есть сузить до какого-то диапазона в секундах. То есть вы, например, хотите, чтобы вот он был со второй или там с третьей секунды по, например, там шестую, да, вот так вот его сужаете, вот, после чего он опять погрузится, что-то там подумает, окей, типа он потом применится. После чего вы жмете кнопку «Готово», и в общем на этом все. Вы можете размыть и сделать их сколько угодно. Ну, то есть, естественно, нужно понимать, что вот эти вот размытия, они прикрепляются к определенным координатам, да, то есть они не будут бегать за этой звездочкой. То есть на определенной секунде, на определенном диапазоне секунд вот это вот размытие будет как бы находиться в одной точке. И вот вам нужно, если вы хотите что-то размыть, то есть конкретное, да, вам нужно либо, если это статическое какое-то изображение где-то, да, находится, то есть вам это без проблем получится размыть его, то есть выбрать какой-то диапазон времени и все, готово. После чего жмете «Готово», и потом кнопку «Сохранить». Хорошо, давайте теперь перейдем к обрезке. Для того, чтобы обрезать видео, нужно нажать на кнопку «Обрезать», обрезка. И, естественно, мы увидим там внизу таймлайн появится. Видео в 100-й раз уже запустится проигрываться, как оно меня... Дорого. Итак, вы увидите таймлайн, и естественно вы можете, вот видите курсор, и вы можете выбрать, например, там, не знаю, там 4 секунда разделить, и вы делите клип на 2 части. Но если вам нужно, например, с 4 секунды по 7 вырезать, естественно, вы разделяете, вот этот кусок вы удаляете, остается левый кусок и остается правый кусок. То есть после чего вы жмете кнопку «Готово», и, естественно, видео будет выглядеть без вот этого центрального куска, который вы вырезали. Оно будет именно переходить
ну, как вы уже увидели, да, то есть центральный кусок оно не будет показывать, оно так и обработает его. То есть будет такой вот перескок. Ну, это опять-таки, если это вам нужно. Хорошо. Кстати, очень важно, есть кнопка «Очистить». Вы можете ее нажать, и все вернется на круги своя. И, в общем-то, по редактированию видео тут как бы все. Естественно, есть еще вкладка «Аудио», где вы можете выбрать какую-то композицию бесплатную из библиотеки и поставить ее вместо той аудиодорожки, которая есть. Также есть конечные заставки, я о них уже снимал видео. Ну, подсказки, субтитры, это все дело как бы отдельное тоже. Для отдельного видео, если как бы кому-то будет интересно. Вот, а теперь давайте перейдем в новую творческую студию, посмотрим, что же там у нас есть, что же там добавили и чего там еще нету, либо не будет совсем. В общем, поехали. Итак, мы находимся в новой творческой студии. Для того, чтобы зайти в редактирование видео, нам нужно перейти на вкладку «Видео», после чего нажать на определенное видео, и мы попадем на страницу редактирования. Здесь оно немножко по-другому выглядит, даже более приятнее, чем было раньше, как по мне. И здесь слева вы увидите в сайдбаре, в блоке, в левом блоке вы увидите редактор, и есть такая ссылка. И нажимая на нее, вы попадаете на страницу редактирования видео. Ну вот, мы попали на страницу редактирования товара. Что же мы здесь видим? Тема изменилась, какая-то черная стала, прикольно. Итак, мы видим ссылки «Отменить», «Повторить», то есть по факту мы сможем что-то отменять, какие-то свои действия, а потом повторять эти же действия, если вдруг мы хотим их вернуть. Ну, есть «Отменить изменения», я так понимаю, то есть все изменения, которые были сделаны. «Сохранить» кнопка, естественно, и тут есть еще параметры, и тут есть быстрые клавиши. И вот вы можете просмотреть быстрые клавиши для редактирования. Итак, ниже мы видим поле для ввода диапазонов, ну, вернее, даже не диапазонов, а времени, то есть точного времени, с какого мы хотим, например, там обрезать видео и по какое. То есть, блин, вот этого вот раньше, кстати, не хватало. То есть ты конкретно там с 3 секунды, там 0,0 миллисекунд, да, но неважно. Кнопка «Обрезать». Ну, увеличение масштаба, естественно, таймлайн мы видим внизу, как же без него. Но здесь на таймлайне есть видео, отдельно есть аудио и отдельно есть конечные заставки, вы можете добавить сюда их, ну, в моем видео, естественно, не получится. Вот, и есть еще размытие, мы еще можем добавить размытие, но сразу скажу, при нажатии на кнопку размытия нас переносит на старый редактор, то есть на старую страницу редактирования, на то размытие, которое я уже вам показывал. Итак, хорошо, ну, здесь таймлайн, тут немножко все покрасивее, да, тут будет звуковая дорожка, как бы, ну, по факту, что мы тут можем сделать? Ничего мы тут не можем сделать с этой звуковой дорожкой, как минимум, я не знаю, что тут можно здесь сделать, можно просто добавить аудио. То есть мы добавляем новое аудио из библиотеки YouTube, по факту оно просто заменит ту дорожку, которая есть сейчас у вас, да, под видео, и все, и ничего больше. То есть, по факту, сделать так, чтобы... Например, там добавить какой-то видео, звук на фон, да, помимо того, что вы там что-то говорите, ну, такого я что-то не сильно понимаю, как это можно сделать, да и вряд ли. Это уж слишком такой простой редактор, чисто там обрезал, добавил и готово. Но давайте же посмотрим на самое главное, на обрезку видео. Итак, есть такая ссылочка «Обрезать». Вы нажимаете на нее. Вот, появляется такой, типа, блок внизу с надписью «Разделить», «Отмена» и «Посмотреть». И вот вы можете на таймлайне выбрать, например, там, ну, с какой секунды вы хотите начать обрезку. Вот, например, вы можете ввести в поле для ввода времени, например, там, 2 секунда. Вы вот нажали 2 секунда, оно выбрало автоматически на таймлайне 2 секунду, нажимаете кнопку «Разделить». И, например, по 4 секунду хочу, да, обрезать. По 4 секунду, хоп, готово. Теперь можно посмотреть, то есть по факту видео, хопа, и как бы вот этот кусочек он уже не используется, и дальше видео идет, как бы воспроизводится дальше. Вот, и как бы, ну, если вы хотите еще что-то добавить, вот, например, там ставите там, с 5 секунды, ну, в общем, в принципе, я так думаю, вы поняли. С 5 секунды разделить, ну, то есть вы можете не вот это вот не вписывать сюда руками, а можете вот навести на вот эту вот палочку беленькую, да, и вы видите стрелочку вправо, зажать и потянуть ее вправо. И вот вы можете руками выбрать, по какую там секунду на таймлайне вы хотите обрезать видео. Вот и все. На этом, в общем, все. Ну, также есть этот зум, который приближает, отдаляет. Вот. Ну и на этом как бы потом нажимаете кнопку «Сохранить», и видео начинает обрабатываться. Либо, ну, кнопку «Отменить», «Повторить»,
отменить все изменения, оно сразу отменяет все изменения. Вот. Ну, в общем, это вроде бы как все, что я вообще знаю по поводу редактирования видео. Ну и что вообще есть здесь в редакторе. Больше ничего такого нету. Нет кнопки сохранить видео, сохранить новое видео или что-то такое. Как-то так она называлась, помните? Вот момент в том, что эта кнопка довольно-таки прикольная, потому что вот, например, у вас есть какое-то видео длинное, да, предположим, оно идет 1,5 часа. Ну, к примеру, там вы там стримили, да, какую-то там Майнкрафт. Ну, неважно, стримили на 1,5 часа, и оно сохранилось у вас. Вы его так как бы скрыли и захотели, например, обрезать его, то есть сделать из него 3 новых видео, то есть 3 как бы серии, да, каких-то там, ну, прохождения, там, не знаю, какой-то карты вы проходили на стриме. Вот вы хотите вот эти 1,5 часа, из этих по 1,5 часов вы хотите сделать 3 ролика по 30 минут. И вот, ну, как бы я сделал раньше, ну, как я делаю именно в старой студии, в старом редакторе, я захожу, обрезаю, то есть разделяю ролик, например, там, с 0 по 30 минуту, ну, к примеру, да, по факту вырезаю именно вот этот момент с 0 по 30, именно его оставляю, и нажимаю сохранить как новое видео. И вот исходное видео 1,5-часовое, оно остается. Но у нас создается еще новое видео на полчаса. Вот этот вот именно вырезанный фрагмент, который мне нужен. И оно как новое видео. При этом у нас исходное есть, да, исходник на 1,5 часа остался, и мы можем обрезать его, то есть, ну, нарезать следующую серию там с 30 минуты по 60, да, потом, ну, как бы и так и дальше. То есть здесь как бы я вообще не вижу такого, чтобы можно было сохранить как новое видео. Возможно, конечно, вы знаете, где, как это именно здесь сделать, в новой студии, то как бы напишите в комментариях, естественно. Вот, а пока я с вами буду прощаться на этой ноте. Всем спасибо за просмотр, всем удачи. Ну, там, ставим лайки, не забываем, там, пишите комментарии, возможно, вас что-то интересует еще. Вот, ну все, пока.